Зовут меня Наталья Леонидовна Митерева. Я экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедник Несвеж. Сегодня я хочу вам рассказать о слуцких поясах. Ведь Несвеж, как и Слуцк, принадлежал Радзивиллам. И Радзивиллы были одни из тех, кто организовывал мануфактуру. У них в XVIII веке только насчитывалось 2 десятка мануфактур. Там производили стекло, фаянс, металлургические изделия. И эти мануфактуры обеспечивали нужды двора, а также товары шли на продажу. И вот одна из известных мануфактур, которая была организована Радзивиллами, была организована в городе Слуцке. Но первая мануфактура перских пасов была организована Радзивиллами в Несвеже, где и сформировался будущий Слуцкий пояс. А вот в Слуцке первое время работали мастера, приглашенные из Турции, а также из Персии. Радзивиллы также пригласили одного из мастеров из Стамбула, Аванеса Маджареса. На местный лад его называли Яном Маджарским. Его даже отправляли в Турцию для того, чтобы он лучше ознакомился с процессом технологии изготовления поясов и закупил оборудование. Как же происходил процесс изготовления пояса? Это очень долгая, кропотливая работа, и известно, что пояса изготавливались на протяжении нескольких месяцев. И первоначально надо было изготовить эскиз, проект картона, который исполняли придворные художники. При дворе Радзивиллов в XVIII веке работали художники таких известных семей, как Лютницкие и Гёсские. И вот после того, как проект был согласован с самим князем и утвержден, проект передавали уже ткачам для его исполнения. Ткачам, мастерам разрешалось метить вытканные изделия собственными монограммами. Так постепенно накапливается своеобразный каталог книг образцов, который существовал в Слуцке до середины XIX века, пока ее окончательно не закрывают. Что касается длины пояса, длина пояса достигала и 3, и 4 метров. Известно, что пояса славились тем, что они очень дорого стоили. Да, дело в том, что при изготовлении пояса добавлялась золотая и серебряная нить. И вот добротный пояс метров 4 длиною, на него могло уйти грамм так 200 золота и около 50 грамм серебра. И такой добротный пояс стоил до 75 золотых дукатов. В то время как в XVIII веке хорошие пояса стоили много. И за лишь 5 золотых дукатов в это время можно было купить хорошую породистую лошадь. Между тем, пояса слуцкого типа изготавливали не только в Слуцке, но и изготавливали на мануфактуре в Гродно, на мануфактуре в Шклове и в Слониме, даже на территории современной Польши и Франции, на той же Леонской мануфактуре. Замечу также, что вот это стремление удовлетворить большой спрос на пояса, он вытесняет из употребления восточные перские пояса. Но возникает вопрос, почему же эти пояса были так популярны? Дело в том, что существовал шляхетский костюм, который носили настоящие сарматы. И большую популярность пояса получили, когда в моду вошел кунтуш. Пояс для шляхтича был обязательным элементом одежды, и без пояса шляхтич не выходил из дома. И богатые шляхтичи, магнаты в своем гардеробе имели по 20, 30 и более поясов в своем гардеробе. Золототканые пояса шляхтичей считались
символом высокого общественного положения и богатства. Они передавались потомкам как наследство. Но когда слуцкая мануфактура перестала действовать и мужской костюм утратил свое значение, ценность поясов не уменьшилась. Во второй половине уже XIX века этими поясами заинтересовались коллекционеры, любители декоративно-прикладного искусства. Позже ими заинтересовались также и искусствоведы, которые начали изучать их как изделия самого высокого уровня профессионального художественного ткачества. Часто владельцы поясов передавали их в костелы монастыри, а также могли продать, разрезав на две половины, и каждую из частей продавали, чтобы получить больше денег. А иногда эти пояса просто сжигали, чтобы добыть золото и серебро. Таким образом, до наших дней лишь небольшое количество поясов сохранилось. Только в Белоруссии, в белорусских музеях сегодня находится 12 цельных поясов, 5 из которых пояса слуцкой мануфактуры. Сохранились пояса также и в других музеях мира. Сегодня они есть и в России, и в Польше, и в Литве, но в нашем музее также можно посмотреть эти пояса. Приглашаю вас посетить и поближе познакомиться с нашими выставками. Большое спасибо за внимание. Мой рассказ окончен.